Студентка вышла замуж за пожилого бизнесмена в надежде на наследство. Но то, что произошло в первую ночь, заставило ее содрогнуться. Ей было всего 19, когда все изменилось. Елена родилась и выросла на севере Испании, в рыбацком поселке среди оливковых рощ и соленого ветра с океана. Время там текло размеренно, и жизнь казалась предсказуемой. Ее семья поколениями владела небольшим хозяйством по производству оливкового масла, но беды обрушились одна за другой — долги, засуха, падение цен на рынке. Дом вот-вот могли отобрать. Отец однажды поставил ее перед невозможным выбором. «Это единственный шанс сохранить все», — сказал он тихо, не решаясь встретиться с ее глазами. Елена не сразу поняла. Но когда появился адвокат, все стало ясно. Богатый международный инвестор Рафаэль Кассини предложил сделку — покрыть все долги, сохранить бизнес и даже обеспечить будущее семьи. Взамен — брак с Еленой. Это не было предложением руки и сердца, это был договор. Рафаэлю было 78. Он владел корпорацией от нефтехимии до телекоммуникаций и входил в десятку самых влиятельных бизнесменов страны. Контракт был составлен тщательно, переведен на английский и испанский, с участием юристов из Дубая и Мадрида. Елена сопротивлялась. Она плакала, умоляла, кричала. Но ее голос тонул в шелесте финансовых отчетов. В конце концов, она согласилась. Не от страха, а от безысходности. Самолет до Дубая был назначен на субботу. Она летела одна. Встреча была роскошной. Личный шофер, люксовый отель, подарки, внимание. Но все казалось не проявлением заботы, а театральной постановкой. Вечером перед церемонией ей сказали: «Он очень ждет встречи с вами». И сердце Елены сжалось. Неужели ее ждет брачная ночь, как в старинных традициях? Свадьба прошла официально. Присутствовали бизнес-партнеры, чиновники, юристы. Ни одного близкого лица, ни одного объятия. Рафаэль выглядел величественно и холодно. Он поцеловал ей руку и сказал: «Ты еще красивее, чем на фотографиях». Елена сдержала дрожь. Позже ее провели по особняку. Залы были роскошные, но чужды. Когда она сидела на кровати, раздался стук. Вошел Рафаэль. Спокойный, сдержанный, уверенный. Он сказал тихо: «Сними это. Я хочу видеть то, что принадлежит мне». Елена подчинилась. Дрожащими пальцами развязала пояс халата. Рафаэль приблизился, его дыхание участилось, и вдруг он остановился. Лицо исказилось, глаза закатились, и он тяжело рухнул на пол. Елена не сразу поняла, что случилось. Лишь через минуты, когда вбежала прислуга и началась паника, стало ясно. Инсульт. Он впал в кому. В ту ночь ничего не произошло, но никто, кроме Елены, не знал этого. Через несколько месяцев Рафаэль умер. Адвокаты вскрыли завещание. Елена — официальная вдова и наследница. Но в контракте был пункт: если брак не был консумирован, она теряла право на наследство. Елена молчала. Она не хотела ни денег, ни скандалов. Но ее молчание стало ловушкой. Начались обвинения. СМИ называли ее охотницей за богатством. Семья Кассини подала иск, но все избегали главной правды. Если брак не был завершен, значит, Рафаэль был импотентом. А никто из его наследников не хотел такого позора. Тогда появился Мигель Кассини, младший сын, выпускник Лондонской школы экономики, недавно вернувшийся из Австралии. Сдержанный, умный, амбициозный. Он захотел докопаться до истины и поехал в Испанию, где Елена жила в уединении. Сначала он лишь наблюдал, видел, как она гуляет одна, как избегает внимания, как держит себя с тихим достоинством.
Его интерес рос. Потом он появился у ворот. Я не пришел обвинять. Я хочу знать правду. Но Елена не впустила. Мигель приходил снова и снова. Разговаривал со соседями, с охраной, наблюдал за ней, словно человек, которому действительно важно. И однажды она заговорила. «Что ты хочешь услышать? Что я соблазнила его? Что я манипулировала стариком?» «Я хочу понять, кто ты», — ответил Мигель. Через несколько дней он нашел в архиве отца документы. Рафаэль заранее скупил доли оливкового хозяйства ее семьи через подставные компании. Он сам создал искусственный кризис, чтобы потом спасти семью и получить Елену. Это был не жест доброты, а расчетливый план. Затем Мигель снова пришел к Елене и сказал: «Прости. За него. За то, что я думал о тебе». Она кивнула. Между ними возникло нечто новое. Без громких слов, без обещаний, но с дыханием жизни. Каждый взгляд, каждое прикосновение Мигеля были осторожными и уважительными, словно он боялся разрушить ее хрупкий мир. Елена впервые почувствовала, что может быть собой, и в это время она заметила перемены в себе. Сначала легкая утренняя тошнота, потом усталость, необычная чувствительность к запахам. Она старалась не придавать значения, списывая на нервы. Но однажды, стоя перед зеркалом, поняла — это не тревога, это жизнь внутри нее. Елена была беременна. Ее пальцы дрожали, когда она коснулась живота. Мысль о ребенке от Мигеля вызывала бурю, радость, страх, надежду и панику. Но главной была тревога. По условиям контракта, если она забеременеет в течение года после смерти Рафаэля, она лишалась всего — дома, защиты и права хранить молчание. Она боялась сказать Мигелю. Не из-за недоверия, а потому, что боялась снова стать причиной разрушения, теперь уже в его жизни. Она избегала его взгляда, прятала живот под одеждой, старалась вести себя обычно. Но Мигель чувствовал. Однажды ночью он застал ее сидящей на веранде. Он сел рядом и тихо спросил: «Ты боишься сказать мне?» Елена долго молчала, а потом прошептала: «Я беременна». Он не сказал ни слова, просто крепко обнял, так, словно хотел защитить не только ее, но и ту крошечную жизнь внутри. «Мы справимся», — сказал он. «Теперь ты не одна». Елена отказалась от большей части наследства. Она оставила только оливковую ферму в Испании, землю своих родителей. Они поженились в маленькой деревне. Без камер, без гостей, только они двое. «Я выбираю тебя не как вдову, не как наследницу, а как женщину, с которой хочу начать заново», — сказал Мигель. «Я твоя, по своему выбору», — ответила Елена. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.